Весна– это время, когда всюду зарождается новая жизнь. Именно в это время хочется избавиться от груза зимних забот, навести порядок в доме и, конечно же, в своей душе. И теперь с каждым днем мы все больше сможем бывать на свежем воздухе и ловить первые теплые солнечные лучи. В марте можно заметить, как от зимы остается совсем мало. Снег постепенно тает, на смену морозам приходят сильные ветра и оттепель, унося с собой последний снег. Март в нашем регионе месяц обманчивый. Зима то уходит и снова возвращается, приносит свои метели и морозы, но в конечном итоге все равно ей приходится отступить. И немного весны в этом месяце мы можем подарить себе сами. Например, веточки мимозы всегда дарят весеннее настроение и приближают теплые дни. И весна для меня всегда время, вдохновляющее на приятные перемены. Ведь самое доступное для нас каждый день– это украсить свою повседневность. Мы можем сделать себе приятный букет на стол, надеть красивое платье, посмотреть вдохновляющий весенний фильм, а возможно внести в свой интерьер какие-то новые перемены. В интерьере дома произошли небольшие перемены. Еще на свой день рождения я заказала этот кабинетный столик-бюро, который мне понравился своим винтажным внешним видом. Очень важно окружать себя вещами, вызывающими приятные эмоции, вещи, которые мы по-настоящему будем любить. За этим столиком я буду с большим удовольствием работать на ноутбуке и создавать свои новые видео, пить чай и читать любимые книги, отвечать на письма, но независимо от того, какие происходят в нашей жизни перемены, пусть они будут крупными или мелкими, все они способны подарить вдохновение и ощущение весны в душе. Звуки, волнующие сердце музыки, прикосновение к мягкому бархатистому материалу, аромат приятных цветов– все это естественным образом привлекает нас и дарит энергию и вдохновение. Красота во всех ее проявлениях необходима для счастья, и людям, всем нам нужно нечто большее, чем то, что порой диктует нам разум. Душа нуждается в красоте не меньше, чем тело в воздухе, воде или пище. Без красоты мы грустим, без нее развивается депрессия и даже психические расстройства. Я слышала такое мнение, которое я полностью разделяю, что если мы едим в некрасивом месте, мы будем компенсировать свою потребность в красоте излишком еды. На мой взгляд, если есть на это время, то к приему пищи нужно обязательно подготовиться. Перед тем, как сесть за стол, нужно переодеться, причесаться и освежиться. Так мы будем себя лучше чувствовать и меньше есть.
Одна из больших перемен в нашем доме — это, так сказать, весеннее обновление детской спальни. Мы решили, что пришло время поменять детские кроватки, добавить некоторые элементы в детскую, чтобы создать там еще более уютную атмосферу. Мы заказали две одинаковые кроватки в молочно-белом оттенке из массива сосны. Стены спальни украсили небольшими рамочками с нежными цветочными иллюстрациями, а на свободном пространстве стены между двумя кроватками мы повесили небольшую полочку, на которую можно поставить какие-то красивые игрушки, либо книжки, чтобы они были под рукой, или как украшение интерьера. Покрывало для кроваток сделано своими руками из материала муслин. По краю каждого покрывала идет пышная такая оборка, которая дополняет и украшает интерьер. Благодаря ей смотрится так более нежно весь интерьер спальни. И девочкам очень удобно заправлять теперь свои кроватки этим приятным нежным покрывалом. Осеннее цветение нам еще придется ждать какое-то время. И хочется немножко поторопить время и создать атмосферу весны у себя дома. Ведь сейчас это намного доступнее, чем когда-либо. За приемлемую стоимость можно купить разнообразные пророщенные луковичные цветы и сделать из них красивую весеннюю композицию, которая привнесет в наш дом немножко весны и тепла, которое мы так долго ждем всю зиму. Для своей композиции я выбрала старинную супницу, которая лежала у меня без дела, но всегда очень красиво смотрится с живыми цветами. Для своих композиций вы можете использовать любые емкости, которые вам понравятся. Ведь это луковичные растения, которые в скором времени вы сможем высадить где-то в саду. Я, в принципе, все свои луковичные растения, которые покупаю для композиций, всегда высаживаю в своем саду, и после этого они приобретают там новую жизнь и радуют своим цветением уже на природе. Как гармонично смотрятся все цветы вместе. Здесь у меня мускари, гиацинты, флоксы и нарциссы. Саму супницу я украсила старинным кружевом, и эта композиция будет очень красиво смотреться в центре стола.
Например, мы можем украсить им свой завтрак или поставить в любом другом уголке нашего дома, и приятный аромат весенних цветов будет напоминать нам о приближении настоящей цветущей весны. Наша душа предназначена для творчества. И всякий раз, когда на меня нападает какое-то, может быть, беспокойство, чувство потерянности, может, какие-то мрачные мысли, я стараюсь окружить себя чем-то приятным. э, Находиться в том месте, где вокруг меня могут быть какие-то цветы, либо я беру интересную, вдохновляющую книгу, одеваю какую-то приятную, любимую мне одежду и погружаюсь вот в этот момент, который сейчас со мной происходит. И я чувствую, как, поменяв вот это вот небольшие детали вокруг себя, меняется и настроение, и состояние души. Все имеет свое значение. У нас всегда есть выбор. По ряду причин мы обращаем внимание на одни вещи и можем не замечать другие. Кто-то видит интересных людей, красивые вещи, а кто-то замечает только помойки, недостатки и несовершенства. Большую часть времени этот выбор происходит с нами бессознательно, но мы можем более эффективно пользоваться собственным разумом. Если у человека хватает способности выработать в себе привычку видеть только плохое в окружающем, то значит он может исправить это и выработать другую привычку, чтобы видеть и замечать лучшее вокруг себя. Благодарю вас за то, что нашли время и посмотрели эту видеоисторию. Мы очень скоро встретимся с вами в новом видео. Всего вам хорошего. До новых встреч.